Приветствую вас, мои дорогие зрители. Продолжим наше путешествие по одному из самых живописных городов Латвии – Сигулда. В прошлый раз мы посетили замок Зегельвольд и дворец Кропоткина, а перед этим побывали в замке Трейден. Но в этот раз воспользуемся канатной дорогой через Гаунский каньон и познакомимся с еще двумя значимыми в прошлом историческими объектами. Сейчас это место называется Кримулда. Этот метод мы оставим на следующий раз, а сегодня будем использовать менее экстремальный вид транспорта для переправы на другой берег реки. Скажи пару слов. Поехали! Как уже говорилось, Ливонский орден и Рижское архиепископство, хоть формально и входили в одно государство, на самом деле между собой воевали куда как чаще, чем с литовцами или русским царством. В итоге, в результате разборок между Домским капитулом, Рижским архиепископом и другими структурами тех времен и появился в 1255 году еще и капитульский замок Кремон, Кримулда. Так, на берегах Гауи, сравнительно недалеко друг от друга, и появились три замка. Но конец у всех трех замков был общий – польско-шведская война начала 17 века, после которой все они, безнадежно устаревшие и порядком разрушенные, потеряли оборонительное значение, а в их форбургах возникли усадьбы. И сегодня мы и посетим одну из таких усадеб, во дворце которой даже останавливался Александр II. Но сперва прогуляемся к развалинам замка. Место для строительства цитадели было выбрано очень удобное. С двух сторон крутые обрывы метров 70, с третьей овраг, и только с одной стороны пришлось копать ров. Перенесемся в более современные времена. После отмены крепостного права в июле 1862 года императору Александру II вздумалось полазить по окрестностям Зегельвольда, и он вместе с супругой и свитой посещает Кримулду. К визиту императора фон Ливен решил немного подновить старинный замок, нарастив каменные стены и дополнив их декоративными псевдоготическими оконными проемами. Все равно развалины, но хоть что-то. Кроме восстановленной стены, можно видеть и другие остатки старинного замка, в основном это просто камни. Также через Гауи возводится деревянный мост и прокладывается серпантинная дорога к усадьбе, которая сохранилась до наших дней. Но и говорят, что от всего увиденного после посещения усадьбы монарх остался доволен. Но вернемся в наше латвийское средневековье. Домский капитул – совет из 12 канонников, высшая церковная коллегия при епископе. Канонники заключали союз с рыцарями против конкретного владыки, то есть были пусть и самой незначительной, но все же третьей силой. А сейчас мы пролетаем над территорией, где и стоял когда-то замок Кремон. Перед нами открылась великолепнейшая панорама долины реки Гауя. Именно такая, как если бы мы находились в одной из башен замка. На правом берегу реки Гауер расположился грозный замок Трейден, а на противоположном не менее воинственный Зегельвольд. А теперь переместимся на территорию усадьбы и продолжим наш рассказ. Долгое время возвышенность, с которой открываются такие чудеснейшие виды на долину реки Гауя, называлась горой Суворова. Связано это с тем, что в 1857 году свой летний отпуск в Кримулдском замке провел генерал-губернатор Прибалтийского края и военный губернатор города Риги Александр Аркадьевич Суворов. Кстати, внук того самого генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. С той поры и закрепилось это название за возвышенностью. Но времена поменялись, и, к сожалению, многие моменты истории и названия, связанные с этими моментами, канули в лету. Больше всего историй, связанных с жизнью усадьбы, дошло до наших дней от ее последних хозяев – семьи Ливенов. В 1817 году Кримулдское имение за 60 875 серебряных рублей купил Иван Андреевич Ливен. При рождении Иоганн Георг фон Ливен, потомок того самого ливского вождя Каупа, о котором мы упоминали в нашем предыдущем рассказе о Сигулде.
Он был третьим сыном главной воспитательницы императорских наследников, умнейшей дамы своего времени Шарлотты Карловны фон Ливен. Светлейший князь, русский военный деятель, генерал-лейтенант русской императорской армии, участник Отечественной войны 1812 года. И это далеко не полный перечень императорских титулов и заслуг перед Отечеством. Прогуляемся по усадьбе и полюбуемся на остатки былой роскоши. Территория Кремльского поместья словно старинный городок. Тут сохранились не только величественные усадьбы, но и окружающие ее хозяйственные постройки. А во многих из них кипит бурная деятельность. В одном обитает управляющая бухгалтерия, а в другом расположилось уютное кафе-магазин «Милле». В бывшем свином хлеву производится усадебное вино, а напротив расположилась парадная конюшня. Но нынешняя бурная деятельность, конечно же, несравнима с той усадебной жизнью, которая здесь процветала во времена Ливенов, и которую теперь мы можем только представить. Обустройство усадьбы продолжен сын светлейшего князя Павел Иванович Ливен, который в середине XIX века разбивает парк на правом берегу реки Гауи с множеством променадов и 2 деревянными лестницами. Первая ведет от Викминской балки и насчитывает 380 ступенек, а вторая длиной 325 ступенек ведет от городского парка к переправе через Гауи. Кому интересна история замков и усадеб, то хотелось бы порекомендовать вам сайт Рената Римши, где можно найти интереснейшую информацию со всеми историческими подробностями и фотографии к ним. А ссылочка на сайт будет в описании. А теперь посмотрим на дворец-усадьбы с высоты птичьего полета. Величественный господский дом, где когда-то гостил Александр II, построен в середине XIX века. И довольно-таки странно, что имени архитектора для такого строения не сохранилось. С террасы и балкона открывается сказочно красивый вид на древнюю долину Гауи. А также отсюда можно наблюдать за движением вагончика канатной дороги, соединяющей берега реки. А дорогу построили в 1969 году при участии строителей из грузинской Чиатуры. После Первой мировой войны дворец перешел к Красному Кресту Латвии, который под руководством профессора Янковского создал здесь первый государственный костно-туберкулезный санаторий. В советское время в санатории действовала общеобразовательная 9-летняя школа с обучением на латышском и русском языках. А в основном здание усадьбы использовалось как лечебное заведение для детей, как для лечения костных заболеваний, так и для лечения туберкулеза. А в наши дни во дворце расположен реабилитационный центр Кремлда. И напоследок. В 1921 году последний владелец усадьбы Павел Павлович Ливен в результате пресловутой земельной реформы был вынужден вместе с семьей эмигрировать из Латвии. В эмиграции он сохранил теплые чувства к Кремлде, где провел детство. И вот, что он сказал. Трудно описать словами настроение, вызываемое красотой пейзажа, но для меня это был самый близкий сердцу уголок. Там нет ни фабричного дыма, ни столбов с электропроводами, ни роскошных гостиниц и пестрых афиш. Там природа, какой ее создал Бог. А не так давно, к слову сказать, еще осенью видел информацию о продаже господского дома усадьбы с парком за 6 миллионов евро. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.